Всем привет! Я Фанни Warcraft, рядом со мной Хавк, лучший игрок России, на мой взгляд. И сегодня я хочу ему задать несколько вопросов. Привет. Всем привет. Итак, приступим. Расскажи, пожалуйста, в каком году ты познакомился с третьим Warcraft? Познакомился в 2003 году, тогда как молодые ходили в компьютерные клубы, и однажды просто увидел, как парень играет в Warcraft. Тогда еще не знал, что это, мне понравилось, решил попробовать. И вот надолго засел в нем, так скажем. Скажи, почему ты взял себе такое имя? Никнейм. В игру старую играл Lineage 2, и там просто был такой персонаж, Хоукей, и я решил просто сократить до Хока. Ясно. Расскажи, почему ты выбрал Альянс? Изначально я играл за все расы, за рандом, за эльфов пробовал, а потом, когда уже начал детально смотреть, как играют профессионалы, подумал, что мне будет за Хуманов более комфортно играть, и тогда модно было играть в Рифлопуш. Я вот как-то перестроился, и мне сразу понравилось, и вот до сих пор так играю. Скажи, ты помнишь, когда ты впервые победил сильного компьютера? Наверное, когда первый раз компанию прошел, потом уже когда попытался играть с компьютером, наверное, ставил сначала легкую сложность, потом выше, скорее всего, да. Ну прям детально не помню, конечно. Сколько раз ты компанию проходил? Я, знаешь, такой фанат Варкрафта, что может даже раз 10 или даже больше. Я просто, бывало, один раз прохожу, и мне так понравилось, что давай-ка еще раз пройду. Не знаю, может, у многих такое чувство. Можешь рассказать о своих главных достижениях в Warcraft 3? Достижения, если самое значимое, то это в Китае ивент был World Esports Championship в 2014 году. Я тогда занял 3-е место и был очень близок к 1-му месту. Тогда я проиграл знаменитому Хумну Инфи и Репрайжил. Можно сказать, что ты тогда был 3-м игроком в мире? Да, ну, учитывая, что это как чемпионат мира, можно сказать, считается. Вот, поэтому каждый турнир это, да, можно сказать, топ-3. Скажи еще о других своих достижениях, пожалуйста. Ну, если такие прям значимые, тоже в ВЦГ в 2011 году в России первое место занял, это я стал топ-1 России. Это для меня было очень весомое так, потому что тоже долго старался, к этому шел. Хоть тогда Warcraft уже обороты снизил, и многие на StarCraft перешли как раз вот в этом году. В основном там Хэппи и другие сильные игроки. Но все равно костяк какой-то оставался, и для меня это серьезно было. Ну, возможно, еще то, что я в историю зотоков вошел в топ-5, там 14 зотоков выиграл. Топ-4, по-моему. Нет, топ-5 как раз. Ну, там, кажется, разделял я место 4 и 5 с кем-то. Вот. Ну, это не суть. Ну, в принципе, так, наверное, все. Хорошо, скажи, как ты считаешь, в нынешней форме ты в какой топ входишь в мире? Ну, учитывая, что в последнее время я не очень серьезно отношусь к игре, не знаю, может, топ-10. Вот через месяц будет турнир, там посмотрим, как себя покажу. Постараюсь получше подготовиться. Как ты считаешь, какие качества тебе позволили такие результаты показать? Не сказал бы я, что я какой-то усидчивый игрок, который может много тренироваться. Не знаю, может, мне просто повезло. Так-то я достаточно ленивый, не люблю прямо, знаешь, сидеть по много часов играть, хотя бывает. Не знаю, мне кажется, первое, что отличает профессионального игрока, это желание и просто анализ собственных ошибок, что не делают любители вообще никогда практически. Да. Можешь сказать, наше государство тебя поддержало хоть каким-то либо образом? Нет, у нас такого нет, к сожалению. Возможно, в будущем появятся какие-то льготы для киберспортсменов, может, пенсию получим. Скажи, случается ли так, что ты в голове прокручиваешь ту или иную ошибку, которую совершил в ответственной игре? Я скажу так, я практически против каждого турнира так прокручиваю. То есть, допустим, даже дома сижу, какой-то турнир играю, где-то допустил ошибки, проиграл, и ложусь спать, и вот думаю, вот здесь я мог так сыграть, так, и у меня даже бессонница бывает из-за этого иногда. Особенно если какие-то крупные ивенты, то тем более. Вот, вообще к этому серьезно достаточно отношусь, к поражениям, например. Бывает ли такое, что ты пересматриваешь какие-то славные моменты своей карьеры? Когда ты занял 3-е место или 4-е? Наверное, нет, но вот если просто турнир отыграл, я могу пересмотреть на следующий день опять же игры или там
стримы других комментаторов, которые там анализировали мою игру, посмотреть с их стороны, какие там моменты мог сделать и так далее. Вот. А так прям какие-то ставки, ну, наверное, нет, может когда-то там. Не так, чтобы, знаешь, там каждый месяц или на годовщину. Я тебе несколько вопросов задам о других игроках. Сперва хочу узнать, что объединяет людей, которые представляют из себя профессиональную сцену Warcraft 3. Что у них общего? Возможно, сила воли к победе и также то, что, возможно, многие из них не могут себя реализовать в реальной жизни, и то, что вот мы сидим, стараемся именно в киберспорте, в играх где-то себя реализовать, может, это. То есть сложный достаточно вопрос. У каждого свое. Кто твой любимый игрок Warcraft 3? Скай, конечно же, он выиграл 2 ВЦГ подряд и был близок к 3-му. Ну и просто он хуман, и вообще с ним попадался на лан-ивентах и общался, он достаточно такой приятный человек. Вот. Сейчас он как раз вот занимается бизнесом в этой сфере, вот какая-то у него там компания. Вот. Сам он уже, к сожалению, не играет. И даже вот мне на ВЦГ, когда я пошел в 2011 году, получается, я с ним в полуфинале тогда попался, было очень интересно с ним сыграть, попробовать, как я с ним сыграю. Правда, забавный момент тогда был, он мне сказал, что, скорее всего, эльфом будет против меня играть, потому что они, как многие хуманы, меняли расы, вот, но все-таки он хуманом играл, а я что-то уже прокручивал моменты, как я буду играть против эльфа, и в итоге... Неожиданно было. Вот. Ну да, он меня так немножко обманул, но это так. Скажи, если ты со стороны будешь смотреть игру от первого лица любителя, ты сразу же сможешь идентифицировать в нем именно любителя, а не профессионала? По движению Конечно, мышки? на самом деле я буду сразу очень много моментов вам говорить, где он что делает не так. Тем более у меня был опыт и обучения и так далее. Вот. Можешь рассказать о таких игроках, как 120 или TH 3.0? 120 это новый игрок, который не так давно играет, и он, наверное, года за 2 смог войти в топ. Ну, учитывая, что конкуренция не такая высокая, но все равно это весомое достижение, учитывая, что он за Undead играл, которые считались всегда слабой расой, и он показал, что можно выигрывать, и добился многих. И ему, по-моему, сейчас 19 лет, то есть если выйдет какая-то игра подобная Warcraft, то, возможно, в будущем станет в нее играть и достигать каких-то хороших достижений. А про Тиаша что скажешь? Про Тиаша... Мне очень нравится этот игрок, то, что он всегда нестандартно играет, он придумывает какие-то моменты, которые другие игроки даже не думают это сделать. У нас есть, например, такой пример в России, ТГВ игрок, он тоже за хуманов играет, и он любит что-то неординарное делать. То есть это какие-то игры с тинкером или там где-то башни в лесу поставить, вот такие моменты. Вот, Тиаш мне этим нравится. Ну, также он обладает высоким скиллом и умеет за все расы играть. То есть, хоть он и не мой любимый игрок, но я им восхищаюсь тоже. Хочу спросить тебя о Хэппи. В Battle.net он набил статистику 968 к 14, это 98% побед. На мой взгляд, это феноменальный результат. При этом он не выступает ни на каких крупных турнирах. Как ты считаешь, если бы он захотел, он мог бы стать, войти в топ-5 планеты? Если говорить про лан-турниры, которых не ставят, он все-таки в онлайне-то играет. Вот. Я думаю, вполне, если у него появилось бы желание именно ездить на турниры. Но, как он сказал, он уже объездился на эти турниры в свое время и по StarCraft, и по Warcraft, и просто не хочет ездить на них. Но я думаю, да, он спокойно вошел в топ-3, думаю. Может, даже и на топ-1 бы. Все зависит, опять же, от его мотивации. Он, как я говорю, он уже не мотивирован этим, он просто хочет играть вот онлайновые турниры и стримить. Наблюдая за твоей игрой или игрой Фоги, мне приходит в голову мысль о том, что вы одни из самых сильнейших игроков на планете и демонстрируете высокий уровень игры. Но потом вы приезжаете в Азию, и корейцы с китайцами демонстрируют еще более высокий уровень игры. Так что они кажутся совершенно непобедимыми. Можешь объяснить, почему азиаты такие сильные игроки? Ну, во-первых, возможно, кажется, почему мы сильные, потому что если брать европейский турнир, здесь все-таки не такая высокая конкуренция. Вот, может, на фоне их кажется. Вот. А конкретно в Азии, опять же, им родные стены, я думаю, помогают. И
Если брать того же Фоги, он в последние несколько лет очень хорошо выступал и вот занимал и второе, и третье место высокие. Я такого уже не показываю. Вот. А что конкретно? Не знаю, лан-игра, она всегда другая, когда ты играешь не дома, не в комфорте, совершенно все по-другому, и мотивация какая-то другая, и деньги больше платят. Но опять же, азиаты, они более ответственно, может, относятся к этому. Например, не так, как я. Фоги-то он достаточно серьезно подготавливается, всегда хочет побеждать. Хочу тебя про некоторые детали игры, про микро спросить. Можешь сказать, какие твои любимые карты, на которых тебе комфортнее играть? Ну, точнее, даже не то, что комфортнее, а на которых тебе приятнее играть, не обязательно как Хуману. Таких, наверное, нет, но если как Хуману, то там, где экспанд хорошо поставить, конечно же. Ну, если, я могу сказать, нелюбимая карта, у меня есть низины, объясню почему. Там очень много крипов и, соответственно, много рандомных итемов, которые падают. И, соответственно, если два игрока, они много крипятся, то есть одному игроку может, например, много амулетов энергии выпасть, особенно если какие-то герои завязаны на ману, это очень серьезно повлияет, а другому там 3 кольца выпадет. Это очень сильно повлияет на игру, поэтому я не люблю такой рандом. Вот. Мне больше нравятся карты, где поменьше, соответственно, таких деталей и больше от скилла игроков зависит, а не от рандомного дропа. Так. У тебя нет ли такого, что тебе, к примеру, летние карты нравятся больше, чем зимние, как мне, например? Чисто визуально, да, но и опять же зимние карты там для хуманов не очень удобные. Тролли, которые Frost Armor накидывает, это чисто, ну да, и летние как-то поприятнее выглядят даже и глазу. Ну и в основном такие есть карты, то есть зимних-то практически нет. Используешь ли ты орудийные башни в игре? Крайне редко, все-таки они достаточно дорогостоящие и очень долго строятся. То есть им для защиты нет. Но вот, например, когда-нибудь, если использовал такую стратегию, когда прорубал лес к оппоненту на базу, вот там, если поставить их неожиданно, они все-таки высокие, очень большая дальность, там, насколько я помню, до 1000. Вот, можно неожиданно оппонента удивить вот так. Ну так, крайне редко. Пользуешься ли ты заводными игрушками там, для скаута или для телепорта архимагом? Даже для телепорта архимагом крайне редко использовал. Наверное, уже в процессе такой долгой игры я уже про них забываю. Вот. А как для скаута они все-таки очень медленные. То есть, по-моему, радиус обзора там очень маленький. То есть неэффективно. Сколько безобидных овечек ты убил за все время своей карьеры? Я не знаю, я в каждой игре, когда выходит герой, сразу убиваю первую попавшуюся. Потому что у меня было очень много игр, где я пытался спасти героя, убегал, и он натыкался на эту овцу, и она еще, знаешь, как будто ее кто-то контролит, предательски мувает рядом с твоим героем. И поэтому я всегда убиваю этих овец, просто чисто мешают. Сколько пачек ты используешь во время игры? Практически вся клавиатура получается. У меня просто в процессе игры, там, в первых минутах разные бинды и так далее. Ну, зависит опять же от игры, а так, да, практически вся клавиатура. По-моему, только 8 или 9 не используют, что-то в этом роде. Я понял. Скажи, против какого героя тебе комфортнее играть? Против Варденки или против Кипера в его нынешнем виде? Сложный вопрос. Наверное, тут зависит от оппонента. Если раньше Варденкой могли пользоваться немногие, то есть там Лавлет, Фоги, еще, может, пару игроков, потому что все-таки нужно тоже достаточно аккуратно все делать, иначе можно... А Кипер сейчас практически каждый может катать, и, наверное, против него сложнее. И опять же, против него экспанд практически не поставишь сейчас в текущем патче. Поэтому, наверное, все-таки против Кипера. Но если брать более высокий уровень игроков, то против Варденки. Потому что если Варденка докачивается до высокого уровня, там уже практически нереально выиграть из-за ее мобильности. Окей, будем ждать, пока Кипера подфиксит. Скажи, случалось ли что ты чувствовал, что ты в ударе, что в тот или иной момент ты показываешь более серьезную игру, чем вправе сам от себя ожидать, демонстрируешь игру на кончиках пальцев, как принято говорить? Да, конечно, такое бывало. Даже пример был на предыдущих отборах на Gold летних, когда я играл в финале с Фоги. Я ему изначально проиграл в верхней сетке 0-2, потом по лузерам прошел. И первую игру проиграл, а потом 3 игры, как ты знаешь, вот у меня отлетело. Я его просто переиграл.
и такой кураж поймал, как будто адреналин прям. Здорово. Ну, это один из примеров, а так, да, бывает. Бывает и когда просто руки сами ничего не делают, и ты не понимаешь, что происходит, просто проигрываешь. Скажи, я, например, не люблю играть на один, потому что я слишком сильно волнуюсь. Я не способен играть расслабленно, не способен навлекаться ни на что. Тебе не кажется, что Warcraft несколько нервная игра? Это, наверное, может ко всем компьютерным играм относиться, если к ним серьезно относиться, даже на любительском уровне, может, люди просто не любят проигрывать. Но на высоком уровне, да, это особенно если ты турниры играешь, ты все-таки понимаешь, что ты, если выиграешь, ты получишь там и деньги, и, так, и не знаю, какую-то репутацию. Все же это, да, достаточно. У меня тоже, я думаю, если бы вернулся назад, я бы не стал в Warcraft играть, потому что слишком нервничаю об этом. Возможно, да. Понимаю. Скажи, если захочешь поменять расу, сколько на это время может уйти? Зависит от того, сколько часов в день на это тратить. Но я думаю, если так расслабленно, около годика, и то не факт. Может, если много играть, то может полгода. Опять же, тут слишком много моментов, где нужно понимать, какие действия делать. Это знаешь, не как в другую машину пересесть. Тут посерьезнее будет. Ты смог бы объяснить человеку, который не играл в Warcraft 3, тот особый вид удовольствия, который ты получаешь, воспользовавшись стафом в самый последний момент, к примеру, еще и уклонившись от молота Маунтин Кинга или от Койла? Получилось бы у тебя объяснить? Вряд ли такое объяснить, потому что ты даже знаешь, когда это происходит, ты в игре сразу получаешь какую-то мораль дополнительную. То есть ты вот это сделал, и у оппонента, скорее всего, дизмораль, потому что вот он потратил там ману или еще что-то, и у него не получилось это сделать. И ты уже как-то морально его давишь, а вот объяснить кому-то, я не знаю. Надо какое-то сравнение найти, может, с чем человек увлекается, с этим сравнивать. Как думаешь, это чувство, это уникальное чувство, оно универсально для всех игроков, все одно и то же испытывают? Это надо каждого отдельно спрашивать, но побывав на многих лан-ивентах, когда мы там в тренировочных румах сидели, и ребят какие-то интересные мувы делают, и все там «Вау, круто!», и, наверное, да, у всех так. Скажи, тебе ли принадлежит эта фишка, когда невидимым футменом ты воруешь айтем с красной точки, которую крипит твой оппонент? Я это видел раза 3-4, наверное, за свою жизнь, и всегда это был ты. Ну, я в основном это использую против орка, но то, что придумал какую-то фишку, тут можно не говорить так, потому что в Warcraft уже и так все придумано. Если мне не изменяет память, Insomnia еще давно так делал. Ну, не, опять же, наверное, против орка в основном. Потому что против орка ты, как правило, 40 делаешь, и инвиз практически всегда, потому что тебе нужно больше маны. И я просто год, наверное, назад, а почему бы мне футмена не отправлять вот инвизного на разведку? И заодно прокачать ему рюкзак, и мало ли я украду, и там, почему Блейдмастер может у меня украсть, а у него нет. Да, действительно. И, кстати, после того, как я это начал использовать, например, такие игроки, как Фокус, они стали постоянно с собой даст таскать и просвечивать на красных точках. То есть уже... И им даже уже приходится в Mind Games такие играть, отодвигать футмена подальше, он просветит и раз подвинуть, ну вот такие. Класс. То есть, это, интереснее все равно такие моменты. Вот я тоже не замечал, чтобы кто-то так делал, хотя все равно по дефолту ты делаешь апгрейд. Как считаешь, влияет ли характер на стиль игры? Да нет, наверное, тут больше на выбор расы, скорее всего, может как-то влияет. Скажи, в профессиональных играх используется ли магия захват контроля спеллбрейкера? Я такого вообще ни разу не видел, потому что, как правило, на Т3 ты уже спеллбрейкеров не делаешь, ну, если какие-то остаточные остались. И опять же, он очень... Там тяжелая механика, ты должен сначала вызванного юнита продамажить, и потом его захватить. Это, опять же, не используется. Вот в новом патче вроде как хотят там сделать на Т2, его можно будет использовать. Да, меньше маны будет требоваться. Скажи, тебе нравится то, как Blizzard обошлись Блейдмастером в последний год? Ну, вполне нормально, может, не стоило ему именно 2 агилы там отнимать, можно одну. Но это, я не думаю, так критично. Криты, опять же, все равно, те, кто жаловались на криты, они так и жалуются, потому что им нужно было какой-то другой расчет сделать. Не знаю, я нейтрально к этому отношусь, думаю.
ничего особо не изменилось. Ну, это такое мнение. Ну, я единственное заметил, что криты за 300 они пропали просто-напросто. Ну да, потому что и там... Но опять же, это не так сильно значимо, потому что когти ты не всегда получишь на карте, а с девайсов, которые Агилу дают, они все равно работают. Так что это больше от везения зависело. Ты часто раньше говорил о том, что ты играешь за самую слабую расу. Мне лично казалось, что ты всегда шутишь. А не кажется ли тебе, что до 2018 года эльфы и альянсы были несколько сильнее, нежели орки и андеды? Ну, я всегда, да, шучу, что я за слабую расу играю, но если посмотреть на патчи, то Хумана с каждым патчем всегда нерфили. Редко ему что-то апали. И вот сейчас тоже последний патч, ему очень много всего занерфили. До 2018, я думаю, все равно был какой-то баланс, и на турнирах были и андеды, и эльфы, и хуманы, и орки тоже побеждали, так что я бы не сказал, что какое-то прям жестокое преимущество было. Тут нужно брать конкретные матчапы. То есть где-то, может, у кого-то перевес был, у кого-то чуть меньше. Может быть, за Альянс больше профессиональных игроков вообще играло, нежели за андедов, к примеру? Да, наверное, так же, если брать азиатскую сцену, там вот Инфитяж отдувались, там же там и орки есть, Флай, Лин, за андедов вот 120 пришел, там тоже WFZ был, Тед, ну, Хэппи тоже, так что, ну и за эльфы там, их очень много. Трюк со стафом и дирижаблем — это баг? Ну, учитывая, что его запретили на турнире, я думаю, да, тоже баг. Потому что вот это, наверное, где-то с 2014 года решили на турнирах добавить запрет. То есть, если это использовать. Ну, потому что получается халявный телепорт на базу. То, что... А баг или нет, это уже Blizzard. Не, понятно. А что скажешь о трюке как Блейда в инвизе, когда он выталкивает себя с помощью айтема, либо с помощью гранта, к примеру? Ну вот конкретно в базу, если он себя выталкивает с помощью айтема, это тоже запретили, потому что, ну, халявная... Я, например, закрываю базу, а ко мне раз и Блейдмастер попал как-то без дирижабля, без всего. Вот. А то, что он гранта выталкивает, это нормально. Ну, это как бы фича получается. Он же заменяет себя им, то есть он оказывается в окружении. То есть это нормально, я думаю. А тут он с айтемом пролазит на базу, это уже что-то другое. Задам тебе несколько вопросов о будущем Варкрафта. Станешь ли ты играть на профессиональном уровне в Warcraft 4, если он в ближайшие 5 лет выйдет? Я думаю, даже если в ближайшие 10 лет выйдет, я буду играть. Ну, на профессиональном не знаю, там зависит уже, как у меня с моторикой рок будет. Вот, а так я очень жду. Ну, Blizzard не обещали нам. Ну, кто знает, может, они возьмут и сделают анонс. Возможно ли, что ты пройдешь кампанию еще раз? Учитывая, что я ее, наверное, лет 10 назад последний раз проходил, может, да. Может, на стриме как-то пройду, я не проходил ее. Воспоминания там о компании. Я следующий вопрос зачитаю, потому что мне его сложно будет выразить своими словами. Как считаешь, если бы в Warcraft можно было бы играть на горизонтально положенном планшете и с помощью голосовых команд, что позволило бы игрокам добиться большего результата в микроконтроле? То есть, к примеру, ты 3 пальцами левой руки ты отводишь 3 раненых футменов. В этот момент ты подвигаешь, к примеру, Mountain King к вражескому герою и голосовой командой, к примеру, молот, и 2 кликами по вражескому герою ты отправляешь молот в него. Слушай, это как-то сложно звучит, мне кажется, в реализации, потому что даже, знаешь, если вот Hearthstone брать, который на планшете можно играть или на телефоне, его все равно даже картонки раскидывать тяжело, потому что пока ты все успеешь это сделать. Вот, я думаю, стратегии не предназначены для этого, чтобы вот даже голосовыми командами там как-то, опять же, как-то, я не думаю, что это и реализуемо, и это будет проще. Наоборот, это усложнится как-то. Окей. Как ты считаешь, доведет ли Blizzard игру до ума, исправит ли он баланс, насколько это вообще возможно, исправит ли все баги? Баланс до идеала никогда не доведут, это все-таки игры, тут всегда будет дисбаланс. Чтобы был баланс, нужно зеркальные расы делать, это вот как было во втором Варкрафте. Ну, там было различие в самых последних юнитах. Вот. До ума, учитывая, что они сейчас сделали, они вообще испортили все, какой-то дисбаланс стал. Вот. А баги периодически они фиксят какие-то, но опять же новые появляются. Вот, как раз с новым патчем там какие-то баги вылезли, ну что-то пофиксили, что-то нет. Ну, я надеюсь, конечно, что все-таки у них там очень маленькая команда по старым играм,
классическим. Мгм. Вот, и не такой большой состав, и они все очень медленно делают. Ну, если что-то сделать, будет приятно. Ты задумывался о том, что если бы Blizzard уже выпустили Warcraft 4, то твой заработок вырос в десятки раз, может быть, даже более? Ну, конечно, даже тут от тех же стримов самых, учитывая, что Warcraft 3 хоть и смотрят более-менее, но все равно Warcraft 4 принес бы и новых игроков, и конкуренцию, и турниры, и чего только бы не принес. Опять же, учитывая, что как мы вот игроки, которые сейчас в третьей играют и стримим, у нас бы уже аудитория какая-то сформировалась, и все равно нас бы в четвертом Warcraft смотрели, особенно если бы мы начали результаты показывать. Мгм. Соответственно, и да, вырос бы этот. Думаю, серьезно даже бы. Вообще жду этого. Мгм. Может быть. Хавк, задам тебе несколько общих вопросов. Первый из которых, расскажи о своих любимых компьютерных играх, то есть игры, в которые ты играл дольше остальных, кроме Варкрафта. Во что только я не играл. Наверное, может, и Герои третьи, в них много наиграл. Опять же, тот же самый World of Warcraft, StarCraft тоже наиграл в Diablo. Я вообще близзардские игры очень люблю, вот кроме Overwatch. Мгм. Так, прям какую-то одну, которую я очень много наиграл, помимо Warcraft, не скажу. Вот, ну, в основном игры Blizzard и Мгм. Ведьмак, может, еще вот мне нравится. Вот. Вообще игры люблю. Мгм. Твой любимый герой и твой любимый юнит в Warcraft 3? Герой, наверное, Архимаг, учитывая, что я за Хуманов играю. В принципе, мне нравится именно герой кастера. Вот, как-то к этим фэнтези заклинания все, у меня привычка. Мгм. Вот, а юнит, сложно. Возможно, либо Футмен, либо Сорочка, наверное. Мгм. Футмен просто мне нравится то, что с щитами там бегают, как, знаешь, спартанцы какие-то. Мгм. Вот. А Сорочка, опять же, тоже магия, все дела. Вот. Там Мгм. прям какой-то любови к одному юниту нету. Мне лично нравятся дриады, просто они, не знаю, наиболее красивый юнит, мне так кажется, во всяком Ну, случае. эльфов, да, достаточно такое. Мгм. Какие у тебя любимые герои из таверны? Из таверны, я бы сказал, панда, если бы я не играл против нее, очень много не терпел, Мгм. поскольку эльфы практически всегда ее использовали раньше, не как сейчас. Но вот если в данной ситуации, наверное, алхимик, потому что его ребаланснили, и мне нравится как второй герой в некоторых матчапах. Вот, но, возможно, его тоже еще немножко понерфят обратно, потому что все-таки он очень силен сейчас. Действительно. Да. Тебе не обидно, что на Ютубе любительский Warcraft популярнее профессионального? Я на Ютубе Warcraft практически не смотрю, то есть если, может, какие-то записи, вот любительские именно, вот как ты, например, делаешь вот эти видосы, вот, ну, это просто, может, из-за того, что короткие видосы, людям нравится именно по механике смотреть что-то, как тут веселые такие 100 тысяч гулей против там 3 героев. Вот. Все-таки я как бы стараюсь это профессионально что-то смотреть, ну, то есть на турнирах, либо стримы, либо как-то в записи, когда не было времени пересмотреть. Скажи, кто лучше всего комментирует Warcraft? Ну, если в России, то я, конечно. Мгм. Если брать ну, вот, англоязычный, то Back to Warcraft, они уже давно этим занимаются, и мне не нравится, как они, например, комментируют именно в плане понимания игры, у них все же они не профессиональные игроки, но они именно шоу делают, то есть вот если посмотреть трансляции профессиональные от Blizzard, там вот как по StarCraft, где тоже давно люди комментируют, занимаются этим, они вот так же живо комментируют. То есть они не заостряют внимание где-то на каких-то микродеталях, они просто стараются, чтобы зрителям было интересно, поэтому у них аудитория сильно растет. Я же, например, всегда стараюсь обратить внимание на микродетали, я там по моментам рассказываю все, что будет в игре, можно сказать, уже заранее. Вот. Ты играешь в шахматы? Нет. Может, в детстве немножко играл с дядей там, в шахматы, в нарды, в шашки, вот, в такие настольные тоже. Ну, сейчас нет. Кто-то определил Warcraft как игру, которая находится где-то между шахматами и пинг-понгом. Честно говоря, мне это определение очень понравилось. То есть, на мой взгляд, оно идеально описывает Warcraft. Не можешь сказать, да, согласен ты с этим или нет? Я не совсем понимаю, почему именно с пинг-понгом. Потому что в пинг-понг тебе нужно, ну, я не знаю, наверное, то же самое микро тебе требуется. Оно должно быть отработанным, и ты должен, просто двигать рукой быстро, примерно, у тебя вместо Ну и ракетки при этом мышка. думать как в шахматах. Да.
Да, вполне логично. А как ты считаешь, возможно ли использование каких-то навыков Warcraft 3 в реальной жизни? Сложный вопрос. Если просто брать любительский Warcraft, где человек получает удовольствие игры, наверное, нет. А если брать профессиональный, это же все же мы ездим на турниры, общаемся с людьми, получаем новые знакомства, путешествия. Вот. Что применить из этого? Ну, тебе легче, может, с людьми будет общаться тогда, если ты, опять же, с иностранцами там общаешься. Не кажется ли тебе, что Warcraft — это очередной симулятор войны, и при желании ты мог бы обучиться военному делу и стать во главе армии? Ну или, по крайней мере, ну, из-за того, что Warcraft ты играешь не большими армиями, а скорее отрядами, ты мог бы возглавлять диверсионный отряд, к примеру. Возглавить спецназ, там, подорвать Да, что-то. вполне возможно, да. Ну, я не знаю, вполне возможно, какие-то навыки именно командования здесь есть. То, что по стратегии ты можешь как-то ориентироваться по карте, возможно, и продумать тактику. Ну, я же к этому не отношусь именно как к военным, что там как происходит. Ну, в теории, возможно. Это были все вопросы. Ребят, если вам понравилось, ставьте лайк, оставьте комментарий. Спасибо, Хавк, что пришел. Спасибо, что пригласил. Было приятно. Погнали куда-нибудь. Мы идем пиво пить, ребята. Ребята, мы решили разыграть 2 автографа Хавка. Подробности конкурса в комментарии. Ставьте лайк. Отлично. У меня есть несколько еще общих вопросов. Уже скорее не о самом Варкрафте, хотя и в том числе и о Варкрафте. Давайте заново все это сделаем. У меня шея уже отваливается, я туда повернулся. Еще она будет писать, как сейчас 20 минут. Нажмите паузу, да, и Можешь куда сжать, короче, Я постоянно, во-первых, надо было вопросы длинные заучивать, потому что я нифига, не прочтя их, я сейчас буду спотыкаться. Может быть, на улице я бы нормально сформулировал, а тут я понимаю, что я не произнесу этого вопроса. Конечно, расслабим не тебя, вопросы 4. Да я на камере не первый раз просто. Я во время, я раз 15 задумался, так, давай расслабься, и я думаю, а что для этого нужно сделать? И все. Я, если честно... Что-то надо с финалом, у меня вопрос закончился. Блин, что-то вопрос какой-то смазанный получился, я растерялся. Ну давай заново, прогоним то же самое. Я не знаю, просто, вопрос такой, сложно не ответить. Знаешь, я бы сказал, что ты должен говорить, у нас во главе армии, алкоголики с красными рожами. Да я не хочу. Я бы завоевал этот мир с половиной нашей армии, того, вот что-то в этом роде. Я Наполеон, я кибер-Наполеон, а мог бы стать им в реале. Вот это было... Но это не я буду. Мне, честно говоря, кажется, что Хавка я бы поставил в главе нашу Минобороны. Окей. Так, успокаиваемся. Окей. Это все вопросы. Хавк, спасибо, ребята, если вам нравится ла-ла-ла. Да, грузите лайки, донаты, все нормально. Мы поделим формулу. Если наберем 100 тысяч лайков, мы пригласим Хэппи. Не, просто реально скажи, наберем там, ладно, 5 тысяч, 10 тысяч лайков, на Хэппи не придет. Так, то есть, спасибо, что пригласил. Ну, легко же Хавка заставить про конкурс сказать. Про что? Просто стесняешься. Конкурс объявить на его Ладно, да. Это все вопросы на сегодня. Нет, на сегодня нет. Завтра продолжим. 50 тысяч просмотров, и второй ролик. Давай так. 50 они наберут, 50, а я не хочу еще раз, в общем, перед камерой сидеть. Все хорошо. Хавк, спасибо, что пришел. Спасибо, что пригласил, было приятно. Пойдем Погнали. перекусим. Да, давай. Давай то же самое еще раз и нормально. Было идеально, Во-первых, ты когда говорил спасибо тебе, Миша, вот так на нем руку делал, ты сам вот так в камеру смотрел. Ну ладно, давай.
Вот у меня такое. Не, ну, у меня нет такого ощущения, что типа там что-то давит какая-то, что там, я не знаю, тысяча Ну, видно, глаз. что ты так, ну, немножко напряжен. Я хлопну еще раз снова рек на всякий случай. Да. И тогда продолжим. Ну, Давай, да. правильно же?